Зумеры не хотят работать. Зумер — это патология. У них пониженное чувство ответственности. Так. И низкая профессиональная квалификация. И вот эти зумеры, они ни хрена не хотят работать. Зумеры все. Худшее поколение. Зумеры не хотят работать. Миллион раз, наверное, уже слышали это. И да, не хотят работать. Но, как говорится, есть нюанс. Зумеры не хотят работать на вас. Любой, кто пытался найти работу в СЖ, хоть раз натыкался на таких вот кабанчиков, которые готовы юзать тебя и в хвост, и в гриву за нищую ЗП, попутно рассказывая сказки, какое прекрасное будущее у тебя будет благодаря опыту, приобретенному у них, и нужно просто потерпеть. И по всей видимости, век подобных кабан-кабанычей, если и не заканчивается, то довольно сильно омрачается, ведь зумеры внезапно не хотят горбатиться на них за 3 копейки и сваливают, если им что-то не нравится. Оттого и такая лютая тряска. Дать рекомендации, да, как с этими зумерами, как с ними работать? А лучше всего использовать как расходный материал. А как не сваливать, если у огромной части работодателей вот такое мышление на наш счет? Они такие же люди, как и все остальные. Только у них IQ сильно пониже. Спешите видеть, дед ностальгирует по трудолюбивым рабам. И ладно, этот идиот говорит в открытую, что у него на уме, но в основном, пока не увидишь подобные отношения вживую, не поймешь, о чем речь. Сколько раз ты видел на ХХ вакансии, где нужно быть человеком-оркестром с 3 всевышними образованиями, знанием английского на уровне коренного жителя Англии, опытом 5 лет, с 2 медалями Героя Чечни, умением жонглировать на моноколесе с трассоустойчивостью и навыками Иисуса, потому что не умея превращать воду в вино, у тебя тупо не будет денег на еду. До хрена и больше. А они тебе что? HR-ка Кабаныча тебе взамен писечку даст? А нет, это другой тип абьюзивных отношений, сегодня не о них. А HR-ка Кабаныча в вакансии, составленной чатом GPT, предлагает тебе 40к до вычета налогов, дружный коллектив, в скобочках нет, и сучьи печеньки с кофемашиной, ведь мы же семья. И это только в лучшем случае, если тебя возьмут и не налюбят на этом этапе. А ведь могут потаскать по 9 этапам собеседований, чтобы в конце сказать: извините, карты Таро сказали, что мы с вами не сработаемся. Или вообще будешь выполнять реальные проекты под видом тестовых заданий, естественно, за бесплатно. И после подобного отношения они реально думают, что люди мечтают работать на них. Попробуй скажи начальнику, который просит задержаться на работе, потому что мы семья, что сегодня опоздаешь на пару часов или не придешь. Ведь мы же семья. И ты узнаешь, что если вы и семья, то явно неблагополучно. На моей первой работе нам на все претензии говорили, что за забором очередь желающих, и в пятерочке, и в магните всегда найдется место для нас. А потом на собраниях рассказывали, какая мы семья и как нужно стараться на благо компании. И ничего в голове не ёкает у этих управленцев. Не могут сложить 2 и 2, не понимая, что люди уже давно не крепостные и могут послать нахер тебя и твою компанию. И в подавляющем большинстве терпят вас только из-за денег или потому, что тупо не могут прямо сейчас уйти, так как надо кормить семью. Мальчика, который не женат, у которого нет детей, который из коренной из Барнаула, я на работу не возьму точно. Этому говнюку есть куда отступать. А вот вы и услышали причину, почему такого мальчика не возьмет на работу эта плесень. Перевожу с Кабанева на человеческий. Если у тебя нет кредитов, ипотеки, семьи с детьми и алиментов, ты слишком независимый. Тобой не получится манипулировать. Не получится сказать: останься на часик после работы, ведь мы тут все остаемся. Приди в субботу на пару часов, ведь у нас тут так принято. Ведь у тебя нет социальных якорей. Ему не получится задерживать твою зарплату месяцами, заставлять выполнять работу уволившихся коллег, которые не затерпели и свалили из этой богадельни. Поэтому такого мальчика он не возьмет. Потому что сейчас выросло поколение, которое не хотело учиться, которое ни в чем не профессионалы, ни в чем, которые на самом деле не хотят на себя брать ответственность. Неадекватно завышенная самооценка. Мое глубочайшее убеждение: с ними просто не надо работать. Потому что помимо них, вот это вот количество, если брать это с подрастающего, какое к черту подрастающее? Это уже выросшее поколение оболтусов. Причем бесполезных оболтусов. Ой, а чё так трясемся? Причина тряски в чем? Зумеры не хотят брать ответственность за вашу прибыль? Ну не хочешь работать с ними, не работай, терпи. Зумеры – самое образованное поколение в истории. И первое за десятилетия, которое будет беднее своих родителей. Вдумайся в это. Производительность труда растет, цены на все растут, а реальная зарплата нет. Особенно на недвижимость. Вот график аренды и доходов в США. Еще в 80-х дом стоил 3 годовые зарплаты. Сейчас уже 7.
7 лет нужно работать и все деньги откладывать, не есть, не одеваться, не платить аренду, не донатить на любимую вайфу. А сама доля аренды в затратах выросла с 20 до 40-50%, особенно в крупных городах. Москвичи не дадут соврать. Найти что-то дешевле 50к вблизи метро и размером больше конуры – это настоящий квест. Стоимость жизни стала выше. Вспомните типичный образ семьи из американского кино или сериалов 90-х или нулевых. Какие-нибудь Симпсоны – идеальный узнаваемый пример. Да даже до сих пор нет-нет, а пытаются этот образ педалировать. Просторный двухэтажный домик в субурбии, 2 машины, муж работает и оплачивает все счета, а жена воспитывает 3 детей. Это не просто какая-то выдумка, а реальность для так называемого поколения бумеров. Это те, кому сейчас уже стукнуло за 60 или 70 лет. В 60-е все, что я перечислил, было реальностью. Купить дом и 2 машины за 2-3 года работы на зарплату чуть выше среднего – все это было. Тогда простые люди жили свою лучшую жизнь. Но сейчас все это остается лишь в кино и видосах блогеров, зарабатывающих на миграции. Жить стало дороже и тяжелее. Везде. Работать приходится обоим супругам. А детей можно выкормить только одного, максимум 2. Да и то, многие даже одного не рожают, останавливаясь на какой-нибудь собаке. С ней проще жить в человейнике на 20 квадратных метров. А если помрет, всегда можно взять новую. Россияне не должны жаловаться на невозможность создать семью в маленькой квартире. Создать семью можно где угодно. Ну, во-первых... Мотик, иди в жопу отсюда! А во-вторых, сдается мне, она никогда не жила в 20 квадратных метрах, тем более с детьми. И да, зумеры будут первым поколением без своей недвижимости. Кому-то достанется что-то от бабушек или родителей, но далеко не всем и не в молодости. Ведь часть родителей зумеров потеряла свою недвижимость в кризисе 2008 года, а часть просто не заработала. То есть даже в нашей родной ВСЖ количество домовладельцев постепенно снижается и будет снижаться дальше. Буст советского наследия заканчивается. Последние бесплатные квартиры люди массово оформили в собственность где-то в 2000-х по программе приватизации, а получили и того раньше, лет на 20. Плюс ко всему стремление корпораций перевести всех нас на подписки и аренду, отобрав право на владение. Об этом я целое видео сделал, можете посмотреть после этого. Так и выходит, что у нас просто целое поколение без опоры и веры в будущее, и отсюда без желания приводить новую жизнь в подобный пиздец. Я опишу реальную для многих картину жизни. Многие из вас узнают в ней себя. Особенно, кто живет в Москве или Подмосковье. Дорога на работу и с работы по 2 часа. Итого 4 часа в день. Плюс 8 часов на работе и 1 час обед. Вне дома в будни ты больше 12 часов. Это только то, что ты тратишь на работу. После рабочей недели ты морально выжат. И в выходные просто отдыхаешь. Половина ЗП уходит на аренду однушки или студии. Вторая – на еду, одежду, проездной и покупки на маркетплейсе. Семья и свой дом кажутся чем-то несбыточным. И когда ты возьмешь 25-летнюю свистушку, а еще лучше 22 года, которая основная задача просто, у нее ужас от того, что она еще не вышла замуж, блин, у которой есть своя квартира, родители купили хорошую машину. Вы что, всерьез думаете, что вот эта зайка, даже если она будет разделять ваши ценности, она у вас долго и качественно будет работать? Зумеры не хотят размножаться. Так и вы создайте условия для размножения. Но нет, капиталу это невыгодно. Зачем тратить миллионы и 20 лет, чтобы родить, воспитать, обучить Ивана или Джона, если можно завести готового 20-летнего Абу или Мигеля за 3 копейки? Ну да, в следующем поколении твоя страна будет чуть-чуть смуглее, а всех несогласных просто назовем расистами или посадим по 282. Ну да, пострадает несколько десятков тысяч местных Наташек или Оливий. Ну да, введем законы, по которым кухонный нож можно купить только с 2 идентифицирующими документами. Ведь проблема в этих ужасных, коварных ножах, которые сами нападают на белых мальчиков на улицах. Но это все еще дешевле, чем тратить деньги на стимуляцию рождаемости и обучение ребенка. А главное, бизнес получает прибыль здесь и сейчас, а не через 20 лет. Как известно, нет такого преступления, на которое бы не пошел капитал ради 300% прибыли, а на деле даже за меньшую прибыль. Нанимают 24-летних, 25-летних людей, которые говорят:
а капучинки на кокосовом у вас нету? Или там, да, я опоздала на 2 часа, но мне надо было настроиться на работу. И это не мемы, это действительно так и происходит. И финансовая мотивация у них стоит там на 3-м месте, например. И когда вам важно завлечь этих людей в компанию, вы рассказываете, что вы классные, замечательная, прекрасная атмосфера, стол для пинг-понга у нас стоит. Да, капучинка на кокосе, да, все будет, да. Все это будет. Да-да, мы же все работаем не ради денег, просто нам нравится торчать на работе с 9 до 18, 5 дней в неделю, чтобы отдавать половину ЗП на аренду. Когда вы слышите что-то про нематериальную мотивацию вместо материальной, знайте, что перед вами урод, настоящий ублюдок. Опять же, история с моей первой работы. Начальник с ЗП в 200 в месяц и еще откатов от подрядчиков настолько же, если не больше. На одном из совещаний хвастался перед нами, как компания отправляла его в Москву на курсы MBA. И он на них предложил вместо финансовой мотивации работников вести нематериальную. Ведь по его словам, многим не нужны деньги. Многим будет куда приятнее получать грамоту или почувствовать себя нужным и важным. Грамоту! Ебулки присутствующих имаджинировали. Половина работников живет от зарплаты до зарплаты, постоянно занимая, а этот клоун прогревает на грамоту вместо премии. Примерно в тот момент я понял, что больше работать в этом цирке не хочу. Моя подружка, она редактор очень крупного сайта, и там сидят, условно, вот девочки-зумеры. Они, в принципе, когда она мне перечислила, что они делают, вот фронт работы, там, ну, как бы для миллениала, это, можно сказать, что они вообще ни хрена не делают. И она говорит одной: слушай, надо вот чуть-чуть побольше вот напрячься, но ты будешь редактором сайта своего, то есть будет начальником. Знаешь, что сказала эта девочка? Это же надо больше работать, а я не хочу. Обратили внимание на слово «своего сайта». Это еще одна излюбленная манипуляция со стороны кабанчиков, а в данном случае от кабанессы. Псевдособственничество. Когда тебе навязывают чувство собственности и ответственности без предоставления реальных прав на эту собственность. Как будто бы это твое дело, твой бизнес, твой сайт или компания. На деле же это просто перекладывание рисков и попытка заставить тебя рвать жопу ради чужой прибыли. На кого-то такое работает очень хорошо, а кто-то выбирает для себя тихое увольнение. White quitting. Термин пришел к нам с загнивающего и означает не реальное увольнение, а модель поведения работника, при которой он выполняет строго те задачи, которые прописаны в его должностной, отказывается от любых переработок, не проявляет инициативу и четко разделяет жизнь и работу. Никаких писем и звонков во внерабочее время. То есть сотрудник перестает вкладываться сверх необходимого. Вы пришли в спортивной форме на собеседование. Спортивная. Но не деловой стиль. Вы пришли в шортах и велосипедках, в утягивающих. Вы меня прям удивили. О чем вы думали в это время? Что так можно? Пишите в своем резюме о том, что вы занимались подбором персонала. А чё, надо было выряжаться во фрак, напялить бабочку и обязательно приехать на лимузине? Может, я что-то пропустил, но правило «одевайся всегда на ту должность, которую хочешь, а не ту, которую занимаешь сейчас», малость устарело. И хорошо смотрится только в каких-нибудь фильмах про Уолл-стрит, а не при приеме на нищую работку за 40к. И вообще, собеседование HR другого HR должно выглядеть примерно вот так. Людей любишь? Red flag вообще, ты чё? Повышать? Ты о чем первый раз слышу? Когда человек на собеседовании платит, что чувствуешь? Честно? Да. Я на это подсел. Вообще... Качества у тебя какие? Отсутствие эмпатии. Подходит. Опыт у тебя какой? Староста класса 11 лет. Очень подходит. Да. Как тебя зовут вообще? Меня зовут, честно, по-разному. Популярный: мразь, лох, гнида, чмо. Тезка. Тезки, получается, тезки. А теперь о главном Зумеры не хотят работать, лежат, листают рилсы. Все это милая сказка для тех, кто не хочет поднимать зарплаты. А по факту, кто выгорает в IT по 12 часов ради нормальных бабок? Зумеры. Кто таксует, курьерит и пилит стартапы? Зумеры. Просто там, где видят отдачу себе в карман. Ради своего дела на износ. А ради того, кто даже спасибо не выдавит, увольте. В прямом смысле. Заявление уже написано. Кстати, про айтишников. Айтишники, вы социально недоразвиты. Им что нужно? Комната, бесперебойно работающий компьютер, то есть электричество, бесперебойно рабочая связь и заказы. Все, они социально изолированы. Слышь, рабы недоразвитые. Вот вам комната, интернет и заказы, работать. А чтобы было веселее, заблокируем вам все, чтобы работалось и жилось в стране лучше. А вот пример из-за железного занавеса. Австралийский миллиардер Тим Гернер выходит на конференцию и заявляет:
Работники обнаглели, стали слишком независимыми и самоуверенными, и для здоровья экономики неплохо бы поднять безработицу процентов на 40-50. Мы столкнулись с проблемой. После пандемии ковида некоторые люди решили, что больше не хотят так много работать. Профсоюзы определенно снизили производительность. За последние несколько лет им много платили за то, чтобы они ничего не делали. И нам нужно менять эту ситуацию. Нам необходим рост безработицы. Безработица должна подскочить на 40-50%. Это будет болезненно для экономики, но нам нужно напомнить людям, что это они трудятся на работодателя, а не наоборот. Нужно избавляться от мысли, будто бы собственнику повезло нанять людей на работу. Нет, это работникам повезло, что их наняли. Так сейчас делает весь мир. Все правительства пытаются увеличить безработицу. Происходят массовые увольнения, и на рынке труда люди начинают вести себя менее высокомерно. И так должно продолжаться до тех пор, пока мы не сбалансируем наши затраты. Погоди, это реально? Реально. Сказал на камеру. И как будто бы ничего не произошло. Мужик мечтает, чтобы тебя уволили. Не потому, что ты плохой, а потому, что сытый работник ему неудобен. Удобный – это голодный. Вот и вся забота о семье. Он сам признал, держится все не на печеньках, а на страхе. Поэтому и запустили кампанию «Зумеры ленивые, никто не хочет работать». Это не наблюдение, это маркетинг. Попытка через стыд загнать тебя обратно в стойло, раз уж безработицы пока не вышло. Зумеры хотят работать, просто не на вас. Напиши свои истории с работы или собеседований, а также подпишись. Новым каналам очень важны подписчики. Я буду рад каждому. Всем добра.